Привет, мои дорогие, с вами Хейнрих Войт. Я работаю водителем-международником в транспортной компании в Польше. Езжу на большом грузовике по всей Европе. Иногда появляется возможность посетить и исследовать какое-либо интересное место. Тем, что я увидел, я делюсь в моем видеоблоге. Надо сказать, что я никогда не знаю, куда заведет меня мой маршрут. Поэтому я не могу заранее спланировать посещение того или иного места, а изучаю его уже находясь там. Но в этом также есть интерес – исследовать города и страны вместе с вами. Так, сегодня нам представилась возможность совершить прогулку по замечательному бельгийскому городу Антверпен. И сейчас я двигаюсь от стоянки грузовиков к трамваю, на котором доеду до центра города. Погода для прогулки супер, поэтому приглашаю. Будет интересно. Мы находимся в королевстве Бельгия, в том регионе страны, который называется Фландрия. А столицей региона является город Антверпен. Пока мы идем улицами Антверпена к центральному железнодорожному вокзалу, от которого и начнем нашу прогулку, я расскажу, что я знаю про Антверпен. В Антверпене проживает 536 тысяч человек. Город является вторым по размеру в Бельгии после Брюсселя. Антверпен – богатый город, как исторически, так и сейчас. Чтобы было более понятно почему, приведу несколько фактов. Порт Антверпена – это второй по размеру и количеству перевалки грузов порт в Европе после Роттердама. Порт занимает площадь более 13 тысяч гектар. Я сам вижу на практике, что даже просто проехать из одной точки порта в другую занимает около часа. Пишут, что общий километраж асфальтированных дорог через порт составляет 409 километров, а протяженность железнодорожных путей более 1000 километров. В этом сравнительно небольшом регионе на севере Бельгии сконцентрирована большая развитая нефтехимическая, машиностроительная и даже атомная промышленность. Антверпен также считается одной из столиц мировой моды. Здесь находится Королевская академия изящных искусств, выпускниками которой в разное время были именитые фэшн-дизайнеры. Антверпен – это бриллиантовая столица мира. Через нее проходят около 84% мирового оборота алмазов и 50% обработанных бриллиантов мира. То есть совершенно точно можно сказать, что богатство Антверпена не берется из ниоткуда, а исходит из кропотливого труда поколений людей, живущих и работающих здесь. Ведь все, о чем я рассказываю здесь, заметно на каждом шагу. И порт с крупными заводами, и бриллианты, и модные бутики. Мы же приближаемся к главному железнодорожному вокзалу. И посмотрите, как много здесь велосипедов, мотороллеров, самокатов. Похоже, что это есть основной вид транспорта в Антверпене. Эй, осторожно! Чуть не сбили меня. Центральный железнодорожный вокзал Антверпена по праву является одной из главных достопримечательностей города. Антверпен Центральный занял 4-е место в рейтинге самых красивых вокзалов мира, составленном журналистами американского журнала Newsweek в 2009 году. Жители Антверпена даже называют эту достопримечательность готическим железнодорожным храмом. Здание вокзала строилось в течение 6 лет и было закончено в 1905 году. Выполнено в эклектическом стиле из стали, стекла и бетона. Здание имеет 8 готических башен, высота купола составляет 75 метров. Во внутренней отделке использовано 20 видов мрамора.
Обычно туристы приезжают в город и идут осматривать достопримечательности, дворцы или храмы. А в Антверпене все не так. Вышел из поезда и уже очутился во дворце. Интересно, не правда ли? Действительно, даже не каждый храм может похвастаться таким размахом. Но в конце 19 века развитие железной дороги с ее огромными и сильными на тот момент паровозами действительно вселяло в людей чувство благополучия и надежды на процветающее будущее. Период индустриализации. Поэтому и вид вокзала должен был повторять эти стремления. Стеклянный свод, проходящий над железнодорожными путями, имеет длину 186 метров и находится на высоте 43 метра. Такая высота была нужна, чтобы дым от паровозов поднимался высоко вверх и рассеивался там. А в 2011 году при реконструкции вокзала добавили еще 2 нижних этажа для поездов. Сюда приходят как высокоскоростные поезда направления Париж, Брюссель, Амстердам, так и местные бельгийские рейсы. Вот такой он удивительный и красивый железнодорожный вокзал Антверпена. На этом нашу прогулку я буду завершать, потому что я вижу, что пришел поезд до Амстердама. Поедем, исследуем этот город. Но на самом деле нет. Это была шутка. Конечно же, мы остаемся в Антверпене и идем исследовать этот город дальше. А дальше у нас бриллиантовый квартал. Побежали. А вот смотрите, я могу поспорить, что это швейцарские часы. Эта красная секундная стрелка, по форме напоминающая железнодорожный сигнальный диск, является отличительной особенностью дизайна швейцарских железнодорожных часов. Окей, выходим из вокзала и сразу попадаем в Антверпенский алмазный квартал. Алмазный квартал в Антверпене является мировым центром алмазов. Размер квартала небольшой, около 1 квадратного километра. В этой части города продаются, покупаются, сортируются и перераспределяются большие партии алмазов. Также мы видим здесь огромное количество магазинов с поразительно красивыми ювелирными изделиями. Давайте просто посмотрим. Дух захватывает от этой красоты и великолепия. Но мы пойдем дальше. Далее от вокзала
начинается пешеходная улица Мейер, самая центральная и главная улица Антверпена. Знаменита улица Мейер прежде всего своей блестящей архитектурой. Здесь располагается Королевский дворец, где останавливался Наполеон, королева Виктория, другие исторические фигуры, Австрийский дворец, оба выполнены в стиле изящного французского рококо. А также множество особняков, принадлежащих когда-то местной знати. Одновременно улица Мейер в Антверпене является главной торговой артерией города. Здесь сконцентрированы торговые центры, бутики известных мировых брендов, сувенирные салоны, галереи, которые занимают первые этажи исторических зданий. Другими словами, если мы хотим пошопиться модными брендами, мы приходим на улицу Мейер и осматриваем все магазины, которые здесь представлены. Здесь, а также еще несколько улиц, которые идут параллельно этой главной торговой улице Антверпена. Армани. Похоже, что в таком стиле теперь придется одеваться всем. А мы тем временем старинными уютными улочками двигаемся к историческому центру Антверпена, площади Гроте-Маркт. Мы с вами вышли в исторический центр Антверпена на треугольную площадь Гроте-Маркт или Рыночная площадь. Площадь окружают богато декорированные дома гильдий, самый высокий из которых это дом арбалетчиков. Его можно узнать по золоченой статуе святого Георгия на крыше. На западной стороне площади сверкает своим великолепием городская ратуша XVI века в стиле Ренессанс. Это яркий пример нидерландского возрождения, одно из первых зданий, сооруженных в соответствии с классическими канонами той эпохи. Фасад украшают колонны и золоченые гербы антверпенского дворянства, испанского рода Габсбургов и герцогства Брабантского. Среди знаковых достопримечательностей Антверпена выделяется фонтан Брабо XIX века, олицетворяющий легенду о мифическом герое, победившем великана-вора. А вот что рассказывает легенда. Когда-то на реке Шельде в районе нынешнего Антверпена жил злобный великан Друон Антигон, который взимал дань с моряков, а тем, кто отказывался платить, отрывал руки. Римский легионер Сильвиус Брабо смог одолеть великана и, отрубив ему кисти рук, бросил их в реку Шельду. Именно этот момент и запечатлен в бронзе фонтаном. Брабо, приготовившись к броску, держит в руках отрубленную кисть поверженного великана. Композиция фонтана также включает помимо фигуры Брабо и других персонажей: морских животных, великана Друона и русалок, поддерживающих на руках замок, который символизирует Антверпен.
Вообще, именно благодаря этой легенде Антверпен получил свое название, которое состоит из двух фламандских слов «hand» – рука и «werpen» – бросать. Здесь же, с площади Гротемаркт, видна 120-метровая башня главного символа и гордости Антверпена. Это кафедральный римско-католический собор Девы Марии. Строительство собора велось более 250 лет, с 1352 по 1616 годы, но так и не было завершено до этого времени. За свою долгую историю собор не раз подвергался разрушениям и разграблениям, затем снова восстанавливался. Поэтому мы можем увидеть в нем черты самых разных стилей: готика, барокко, рококо, ренессанс, неоготика. Но без сомнения остается одно: этот храм поражает своим великолепием, красотой, тонкостью исполнения архитектурных форм. Внутреннее убранство собора Девы Марии также потрясает своим великолепием. В настоящее время это не только действующий храм, но и уникальный музей, где можно увидеть потрясающий трехэтажный орган XIX века, несколько полотен Рубенса, Отто ван Вейна и других великих мастеров, замечательные витражи, статую Мадонны Антверпенской и множество других удивительных экспонатов. Здесь между контрафорсами собора находится скульптурная композиция, посвященная трудолюбивым строителям этого храма. Но похоже, что сюда затесался персонаж и из современного мира. Ну конечно, магнитик из Бельгии. Как же не взять с собой на память? Мы же идем дальше, к реке Шельде, на которой и расположен огромнейший порт Антверпена. Эта река – это главная движущая сила для Антверпена во все его исторические времена. Это массивная архитектура портовых доков, которую не спутаешь ни с чем. Похожую архитектуру я видел в немецком Гамбурге, польском Гданьске, в больших портовых городах на северном побережье континентальной Европы. Все здесь напоминает о море, о кораблях, о плаваниях и, если хотите, о вере моряков. Ну и, конечно, река Шельда, которая с давних времен привносит в Антверпен активную жизнь, а также дает богатство и процветание. Ведь именно на этой реке расположен тот огромный порт, второй по величине в Европе,
который связывает континентальную Европу через Северное море с морскими торговыми путями всего мира. Здесь же на набережной стоит замок Стен, который является древнейшим сооружением в городе. Он был построен в 1200 году и стал первым крупномасштабным каменным зданием в Антверпене, что послужило причиной его названия Стен, что на нидерландском означает камень. Эта крепость была построена для контроля и охраны реки Шельда. Но в 19 веке в ходе ремонтных работ на реке большая часть крепости была разрушена. И в настоящее время от величественного сооружения остался только его фасад. А внутри крепости сейчас работает небольшой музей мореплавания и кафе. Но, друзья, длительная пешеходная прогулка даже по такому замечательному городу, как Антверпен, достаточно энергозатратна. И пришло время сделать паузу. Я большой любитель и ценитель вкусного кофе и кое-что в этом понимаю. Поэтому для моей паузы я выбрал самую лучшую кофейню в Антверпене. Выбирал по источникам интернет. И рейтинги указали мне на эту кофейню Мунди по адресу Oude Beurs 24. Поэтому именно здесь я и выпью свою чашечку кофе. Изучим меню. Видно, что кафе предлагает кофе из основных регионов по всему миру. Black кофе, классический, white кофе, это с молоком. Здесь варят кофе или из бленда, то есть смешанных сортов зерен, или из сингла, то есть из моносорта кофейных зерен. Цены для европейской кофейни очень демократичны. Хочу сказать, что в той же Германии цена на этот же кофе или хуже была бы на 1-2 евро дороже, чем здесь. Чтобы действительно оценить вкус кофе, я заказываю эспрессо из смешанных сортов зерен. И только в этом концентрированном кофе, как эспрессо, действительно можно понять, хорош этот кофе или нет. Из выпечки я заказал чизкейк, потому что именно о чизкейке в отзывах было написано, что он очень хорош в этой кофейне. Проверим. Что могу сказать? Здесь сварили очень вкусный кофе. Во вкусе нет горечи, значит в смеси зерен превалируют сорта арабики, а не робусты. Это также привносит еле уловимую кислинку. Вкус кофе плотный, насыщенный, с шоколадными нотками. Чизкейк также очень хорош. Не могу судить, лучший ли это чизкейк в мире, но однозначно, что чизкейк такого вида и вкуса я пробую впервые. Рецепт приготовления явно отличается от привычного. Все очень вкусно. Кофейня Мунди рулит. При прогулке по старому Антверпену интерес представляет также эта красивая церковь святого Карла Борромео. Церковь была построена в стиле барокко в начале 17 века. К оформлению фасада и внутреннего убранства церкви приложил руку сам Питер Пауль Рубенс, известнейший средневековый художник. К сожалению, большая часть росписей и полотен кисти Рубенса, украшавших когда-то храм, были уничтожены пожаром, но фасад, сделанный по эскизам Рубенса, и боковая капелла Девы Марии уцелели в первозданном виде.
Надо сказать, что Антверпен неразрывно связан с творчеством великого художника эпохи Возрождения Питера Пауля Рубенса. Именно в антверпенский период его жизни мастер сотворил большинство своих великих произведений. Творения Рубенса можно увидеть в доме-музее Рубенса, в кафедральном соборе Девы Марии, в этой церкви, в городской ратуше. Я за время моей прогулки не успел все это увидеть. Но знайте, что при визите в Антверпен вы сможете это посмотреть. Конечно, бельгийские вафли. Кулинарная достопримечательность Бельгии. Очень популярны. Это мягкие вафли с взбитыми сливками и клубникой. Помимо вафель, Бельгия славится такими своими лакомствами, как шоколад и пиво. Здание фламандской оперы в стиле необарокко. Интересно, что в регионе Фландрия опера теперь едина и ставит свои постановки здесь, в Антверпене, а также в соседнем Генте. В Антверпене мне удалось побывать сейчас второй раз. Гуляя по улицам, я могу поделиться с вами своими ощущениями. Антверпен создает впечатление очень живого мультикультурального города, очень европейского города, той старой Европы, которую мы все так любим и восхищаемся. Может быть, это сказывается близость Брюсселя, столицы Евросоюза, или наоборот, Брюссель стал столицей Объединенной Европы, потому что он олицетворяет в себе те общие европейские ценности, которые несет в себе структура Евросоюза. Так или иначе, но улицы Антверпена наполнены людьми, кажется, всех культур и языков континента Евразии, и не только. Повсюду чувствуется свободная, непринужденная, благожелательная атмосфера. Антверпен – очень современный город, но одновременно сохраняющий свою 600-летнюю историю. Современная и историческая архитектура легко сочетаются между собой, образуя продуманные городские пространства, предназначенные для жизни и взаимодействия людей. Только на улицах, прилегающих к центру, я увидел большой китайский квартал, внутри которого забываешь, что находишься в центре Европы. А сразу за ним, только на одной улице, турецкие кебабные и ресторан, иракский ресторан и кофейня. Этим сейчас никого не удивить, скажете вы, и будете правы. Но в Антверпене вся мультикультуральность современной Европы кажется, что очень органично вплетена в жизнь этого города. И здесь это чувствуется без напряжения. Ну вот, дорогие мои, это то, что я успел увидеть за мою недолгую прогулку по Антверпену. Если посчитать, то мне удалось посетить этот бельгийский город за 17 евро. Сюда вошли расходы на трамвай и кофейню. Такая возможность путешествий – это одна из положительных сторон моей работы. И сегодня я воспользовался таким шансом. Надеюсь, что и вам было интересно. Теперь же мне пора возвращаться к моему грузовику. До новых встреч! С вами был Хейнрих Войт. И, конечно, не забудьте подписаться на канал.